Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Приветствую вас на своем канале. Вяжем с Еленой Кротенко. Хочу сегодня вашему вниманию предложить вот такое вот ленточное кружево. Само по себе оно не очень сложное, но единственное то, что вызывает затруднение, как вот перейти сюда на серединку. Я этот процесс вязания покажу. Ссылочку на схему вязания я оставлю под видео. Давайте приступим к вязанию. Для того, чтобы связать такое ленточное кружево, нам необходимо набрать 9 воздушных петель. Вязать я буду крючком двойку, чтобы было хорошо видно. И пряжа. Вот у меня такая ХБшная пряжа. 200, где-то, наверное, 125 метров в 50 граммах. Делаем узелок и набираем 9 воздушных петель. 8, 9. Замыкаем нашу цепочку в кольцо. И будем ее обвязывать. Делаем воздушную петлю и ввязываем сюда в это кольцо 18 столбиков без накида. Раз. Хвостик ввязываем сюда. 2. 3. И так обвязываем наше кольцо до конца. Чтобы оно плотнее лежало, немножечко его подтягиваем. 13, 14, 18 столбик без накида. И закрепляем его в первую петлю подъема. Вот она у нас первая петля подъема. Вот такое у нас кольцо получилось. Соединили мы его. Далее делаем 3 воздушных петли подъема. И делаем 12 столбиков с одним накидом. Провязываем в каждую петлю. Раз. Два. 3. И так вяжем 12 столбиков с одним накидом. И последний 12 столбик. Всего у нас здесь получается вместе с петлями подъема 13 столбиков. Вот видите, мы круг как бы не обвязываем до конца, только половину частично. Следующий ряд. Работу поворачиваем, делаем 3 воздушных петли подъема. И провязываем также 12 столбиков с одним накидом. Только между ними мы будем вязать воздушную петлю. Сделать 3 воздушных петли подъема и еще одна дополнительная петля. Делаем накид. Провязываем 1 столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид. Следующую петлю мы провязываем также столбик с одним накидом. Опять воздушную петлю делаем. Накид. И так все обвязываем до конца. Не забываем делать воздушную петлю. И последний 12 столбик с одним накидом в петлю подъема. Еще один ряд мы закончили. Далее делаем 3 воздушных петли подъема. Работу поворачиваем. Делаем дополнительную петлю воздушную. И провязываем 3 столбика с одним накидом с одной общей вершинкой. Делаем накид. И под воздушные петли предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом, как я уже сказала, с одной вершинкой. 1 столбик, 2, 3. Подхватываем все 4 петли в один прием. Закрепляем. Далее вяжем воздушную петлю и опять провязываем под следующую
воздушную петлю предыдущего ряда. Опять 3 петли с одним накидом с одной верхушкой общей. Раз, два, три. И опять закрепляем. Делаем воздушную петлю и так все вяжем до конца. Всего у нас должно получиться 12 таких пышных столбиков. 11. Закрепляем. Воздушная петля. Опять накид. И провязываем последний. Столбики с одним накидом с общей верхушкой. Закрепляем. Закончили мы его вязать. Далее делаем накид. И вот у нас здесь 1, 2, 3 петли подъема. Вот в третью петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом, для того, чтобы выровнять нам ряд. 3 воздушных петли подъема. Работу поворачиваем. Делаем дополнительную петлю. И в эту же петлю провязываем столбик с одним накидом. Такая рогаточка у нас должна получиться. Далее делаем опять накид. И теперь мы провязываем под воздушные петли предыдущего ряда столбик с одним накидом. Здесь у нас как бы тоже рогаточка такая должна быть получаться. Один столбик. Между столбиками вяжем 2 воздушных петли, накид, и под эту же воздушную петлю мы провязываем еще один столбик с одним накидом. Видите, у нас рогаточка такая получается. Дальше опять накид, и следующую воздушную петлю предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом и вяжем между ними 2 воздушных петли. Вот один столбик, раз, 2 воздушных петли, накид и следующий столбик. Так мы все вяжем до конца. 12 столбик с одним накидом, рогаточку мы провязываем. И последнее вяжем вот под эту воздушную петлю, которая у нас идет от подъема. Столбик с одним накидом. Здесь мы уже провязываем только одну воздушную петлю. И опять столбик с одним накидом. Вот основной круг нашего ленточного кружева мы провязали. Нам нужно добраться сюда к середке. Как бы середку отмечаем, смотрите, здесь у нас вот 13 вот этих рогаточек таких. Делим их пополам. Получается, что у нас с этой стороны 6 рогаточек и с этой 6. И 7-я у нас остается 1. Вот у нас это центр получается. Нам нужно добраться до этого центра. Что мы делаем? Работу поворачиваем и начинаем соединительными петлями подниматься к верхушечке. Вот, поэтому у нас эти соединительные петли, они идут как бы сзади. А вот чтобы не были такими грубыми, лучше всего их делать крючком потоньше. Я возьму крючок 1,75 и будем вот так подбираться. Вот в каждую петлю провязываем соединительную петлю. Вот считаем. Раз, у нас рогаточка, 2, 3, 4, 5, 6. Вот до сюда нам нужно дойти.
Так вот в каждую петлю провязываем соединительную петлю. Так мы добираемся до центра. Вот я подобралась к нашему центру. Вот она, эта рогаточка. Я набираю здесь 7 воздушных петель. Там у нас было 9, здесь 7. И вот под эту середку, рогатку, я протаскиваю. Соединяю 7 воздушных петель соединительной петлей. Такая петля у меня получилась. Дальше нам как бы надо сделать петлю подъема для того, чтобы она не бултыхалась. Вот следующую петлю предыдущего ряда мы провязываем соединительную петлю, как бы прицепаем вот эту нашу воздушную петлю. Это и будет у нас петля подъема. Работу поворачиваем и начинаем обвязывать столбиком без накида вот эту арочку из 7 воздушных петель. Вот это у нас была воздушная петля подъема. Теперь мы делаем 12 столбиков без накида. Если у вас петли не помещаются, то их немножечко подтягивайте. Здесь должно обязательно получиться 12. Будет все точно так же, как и вот в этом полумотиве. 11 и 12. 11 и 12 столбик без накида. Провязали. Дальше мы делаем 3 воздушных петли подъема. Сделали 3 воздушных петли подъема. В схеме не указано, но я присоединю, потому что они так будут болтыхаться. Далее работу поворачиваем и начинаем провязывать 12 столбиков с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Накид и провязываем. Раз столбик. Два столбик. И так обвязываем до конца. И провязываем последний столбик с одним накидом в петлю предыдущего ряда. Далее мы делаем опять 3 воздушных петли подъема. Здесь мы все вяжем точно так же, как в предыдущем полумотиве. Отступаем здесь 1, 2, 3. Вот сюда присоединяем соединительной петлей. Делаем воздушную петлю дополнительную, работу поворачиваем и начинаем провязываться в каждый столбик с одним накидом. Не забываем между ними делать по воздушной петле. Воздушная петля, столбик с одним накидом. И так все вяжем до конца. Их тоже должно быть 12. Петля подъема это 13. Воздушная петля и так далее вяжем. Последнюю петлю провязываем и 12 столбик с одним накидом. Мы его присоединяем соединительной петлей, этот столбик последний. Можно воздушной петлей, а можно его присоединить. Делаем 3 воздушных петли подъема. Опять работу поворачиваем. И начинаем под каждую воздушную петлю вывязывать пышный столбик. Раз столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом и третий столбик с одним накидом. Соединяем, закрепляем, опять воздушная петля и опять 3 столбика с одной верхушкой вяжем в следующую воздушную петлю предыдущего ряда. Все повторяем, как в предыдущем полумотиве. Все точно так же. И так вяжем до конца. Провязываем 12 пышный столбик.
2, 3. Вяжем общую верхушку. Здесь мы воздушную петлю не делаем. Делаем накид. И вот сюда провязываем столбик с одним накидом, как бы выравниваем здесь тоже. Провязали, делаем 3 воздушных петли подъема, для того, чтобы нам перейти на следующий ряд. Прикрепляемся соединительной петлей. Работу поворачиваем, делаем еще одну дополнительную петлю, накид и провязываем столбик с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. В первой рогаточке мы делаем только одну воздушную петлю. Дальше мы делаем столбик с одним накидом, провязываем его, делаем 2 воздушных петли и сюда же опять провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем все до конца. Все делаем как в предыдущем полумотиве. Накид под воздушную петлю предыдущего ряда и далее 2 воздушных петли. 1, 2. И опять под эту же петлю вяжем столбик с одним накидом. Вяжем все до конца. Провязали мы 12 рогаточек. Последнюю 13 провязываем. Столбик с одним накидом. Здесь мы вяжем только одну воздушную петлю. И еще один столбик с одним накидом под петлю предыдущего ряда. Закрепляем соединительной петлей. И дальше мы все делаем точно так же, как здесь. Также мы здесь соединительными петлями поднимаемся до верха. И будем вязать все то же самое. Такой мотив мы с вами связали. Единственное неудобство он вызывает то, что приходится как бы вот петлями подъема опять добираться до верхушки, чтобы снова вязать новый полумотив. Ну ничего, можно приспособиться. А так вяжется он быстро, легко запоминается. Надеюсь, вам понравился узор и вы найдете ему применение. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго, до свидания.